Машина против человека. Мазерати или Андрей Остапчук? Давай. Поехали. Меня зовут Андрей Остапчук, и сегодня 925-й день ежедневного бега. Только что закончилась встреча Young Business Club, 11 часов вечера. Я вам хочу сказать, вне зависимости от того, какая погода и в чем я одет, я бегаю каждый день. Пока я буду бежать, я предлагаю вам в этом видео посмотреть о том, как проходят встречи клуба и кто уже в клубе. До встречи! $10 по $1000 первым 10 подписчикам. Что вы хотите с Сингапура? 20:00 было больше 1000 чеков. Обещаю прийти на Говерлу, установить эту жесткость, четкость. В предыдущих выпусках мы так много путешествовали. Смотрели в Бразилии кофейные плантации, делали обзоры частных самолетов в Эстонии. Но путешествие имеет смысл тогда, когда приходишь в место, где ты чувствуешь свою душу. Я вас хочу познакомить с несколькими участниками клуба, и вы узнаете, какие у них цели и почему они вступили в клуб. Юра, хочу узнать на ближайшее время, какие планы у тебя. Кроме целей по бизнесу, у меня есть цели по личным таким вызовам, челленджам. В прошлом году это было покорение самой высокой точки Альп, гора Монблан. Юра один из первых, кто прошел Ironman. Друзья, кто не знает, это 42 километра пробежать, 180 проехать и 4 проплыть. Что ты чувствовал, когда ты бежал, когда ты ехал? Ты преодолеваешь себя каждую минуту на протяжении 12 часов, это того стоит. Ты готов к совсем другим вызовам в жизни. В ближайшее время я планирую проехать путь Сантьяго. Кто не знает, это самые святые места Испании на протяжении 800 километров. Я планирую сделать это на велосипеде. У меня идея появилась, пока тебя слушал. Друзья, Юра полетит в Сингапур в ближайшие недели. Что вы хотите с Сингапура? За самый лучший вопрос, по мнению Юры, он под ним подпишется, он повезет вам подарок Сингапура. Самый оригинальный, лучший. Да, а чтобы люди понимали, вот что для тебя вопрос оригинальный? Я люблю челленджи, я люблю спорт, там, Ironman, покорять горы, может быть, в каком-то таком контексте. Я практик, я просто как бы сам, нескромно скажу, умею. Я просто давно в продажах. Если у кого-то будет вопрос по Google AdWords, по настройке рекламы, то он знает и точно сократит ваш путь, если будете разбираться в этом направлении. Что можно тебе там дергать? Хочу сейчас выходить на экспорт, хочу посылать сахар в стики, потом кубики делать, то есть свое производство открывать. У нас в категории товаров больше 3000 наименований, будет 500 дизайнов. В общем, я поняла, почему я такая безумно загружена и ничего не успеваю. Мне где-то в неделю пишет более 50 людей, которые хотят попасть сюда. Меня часто спрашивают: о, да вы, наверное, всех, кто согласились, все и заходят. Друзья, в первую очередь выбирается даже не по бизнесу, а по ценностям. Потому что те, кто находится здесь, вы чувствуете эту особую энергию, которой нет в любом другом месте. Эта энергия состоит в том, что каждый приходит, в первую очередь хочет помочь другому человеку, что-то дать, а потом взять. В наших ценностях это открытость, это честность. Поэтому, когда вы заказываете услуги друг в друга, вы можете быть уверены, что вам окажут их хорошо. А если не окажут хорошо, то клуб выступит администрацией. Мы еще, если честно, SEO
сделали. Мы его будем делать на автономном сайте. Ты занимаешься людьми, продажей, установкой, поставкой. Я думаю, что вы с Сашей можете быть полезны друг другу, потому что Саша знает потенциальных застройщиков. Ну да, конечно, это интересно. В первую очередь видеоканал сам по себе помогает очень большому количеству людей. Там у меня миллион бесплатной информации, 800 видео, люди смотрят, уезжают в Канаду, пишут мне класс. Там как покупка автомобиля он выбирает, только автомобили покупает готовые, а дома он покупает по кусочкам, по частям. Поэтому мы в основном стараемся продавать внешние отделочные материалы. Я являюсь владельцем сети магазинов женской одежды Папайя, занимаясь тем, что помогаю девушкам, молодым красивым девушкам справиться с проблемой нечего одеть. Вот. У мужиков забираю эту проблему с головы и как бы вот стараюсь этим помочь. Ну, если это можно в достижение записать, у меня одна девушка, и я уже с ней женат. И моей дочке, какое сегодня число? 24 дня. Помните Бразилию? Помните того человека, когда я шел возле вертолета, и он такой: «У-ху! Это город, где люди перемещаются не на такси». Это был Саша. Саш, чем ты занимаешься? Я занимаюсь продажей мобильной техники премиум-сегмента уже более 4 лет. Мы продаем как в офлайне, так и в онлайне. Саш, какие планы на этот год? Первая цель, которая есть, это денег заработать. Сколько? Хочется в этом году заработать $1 000 000. Класс, будет. Я буду бегать ежедневно. Ежедневно. Я хочу пробежать марафон в этом году. Это цель, которая добавилась еще сегодня на ивенте. Давай за ближайшие 2 недели ты пробежишь 21 километр. Если нет, 1000 чизбургеров ты угощаешь 10 февраля, если не пробежишь. Все очень просто. Спор есть спор, давай. Да, мне нравится. 21 км. Дружище, я буду рад пробежать его с тобой. Я подумаю. А если мы не пробежим, то тогда с меня 1000, и с тебя 1000. Договорились, мы снимем это. А помните 2 парней, которые продали квартиру для того, чтобы открыть фастфуд? Это герои нашего 2-го выпуска. Успеваем, не успеваем, решили больше никогда не нарушать дедлайнов вообще. Что изменилось? Расскажите. Ми відкрили ще один ресторан, новий. Да, там багато квадратів, багато працівників. Підібрали тих працівників, яких нам не вистачало, і за такий дуже короткий період часу, ну, все круто. То, что я рассказывал, что мы обязательно решили не нарушать дедлайнов, мы их не нарушили. Потому что мы 14 числа сказали, что откроемся, а 13 числа в 11:20 нам только дали электрику, пустили по проводам. Как прошло открытие? Я слышал, не все выжили. На открытии с 16:00 по 20:00 было больше 1000 чеков. И самое удивительное, что на открытии ОЗИ-3, ОЗИ-2 побил рекорд по выручке. Ну, видимо, все пришли, ага, очередь, а ребенок уже: папа, я хочу ОЗИ. Ну, поехали на ОЗИ-2, и так, у нас также рекорд. Пошел поток. Когда первый ресторан в Львове будет? Первый ресторан будет до середины апреля. Квитень. Зависит от того, насколько добрые соседи дадут нам вентиляцию. До 1 мая. До 1 мая. Друзья, что будет, если не будет до 1 мая? Мы же не нарушаем дедлайном, это так на всякий случай. По $1000. По $1000. Да. 10 раз по $1000. Если до 1 мая нет ресторана, первым 10 подписчикам, которые увидят, что они это не сделали, для того, чтобы тебя. Ты первый человек, которого мы приглашаем на открытие. Андрей, мы чертовски будем рады тебя видеть. Я приду, мужик. Ще навіть до відкриття. Встреча закончена. Обратите внимание, люди не расходятся. Они дальше общаются. Это была крутая встреча. Следующий участник, с кем я вас хочу познакомить, это Рома Яровой. Иди сюда, Ромчик. Друзья, знакомьтесь, это Рома Яровой. Это душа наших компаний. Когда нам нужны скидки в какие-то рестораны, клубы,
Все звонят Роме. Скажи, чем ты на самом деле занимаешься? Мы занимаемся топливом, у нас компания по продаже топлива оптовая и розничная. Но это не суть. Суть в том, что как изменил меня Young Business Club, суть в том, чего я хочу, куда я иду, к чему я стремлюсь. В этом мне много помог Андрей, и я ему за это благодарен. Благодаря ему я начал бегать 100 дней. Это мелочь. Я поставил себе цель, я ее добился, я ее реализовал. И для себя я чувствую, что на какой-то этап, на какую-то ступеньку я стал выше. Обещаю прийти на Говерлу с флагом Young Business Club и установить эту жесткость, четкость, чтобы дать всем понять, чтобы показать всем, что Young Business Club может быть везде. На встрече было больше 150 людей, каждый из которых молодой, до 35 лет. У каждого свой бизнес. И в каждого самое главное — это горящие глаза. И мы это делаем, потому что мы любим это делать. И вы можете к нам, друзья, подписчики, кто хочет помочь, какие-то связи, возможно, мы вам поможем. Возможно, вам нужен какой-то вопрос по бизнесу, какой-то специалист или какой-то контакт. Пишите нам в комментариях, я с радостью вам помогу соединиться с кем-то из наших участников клуба. До встречи! Машина против человека. Мазерати или Андрей Остапчук? Давайте посмотрим, кто победит. Ну, давай. Вы все знаете. Посмотрим. Давай. Поехали. Поздравляю! Но ничего страшного. Это было крутое соревнование. И самое главное, что сделал Андрей со мной сейчас? Он заставил поднять мою ленивую жопу и провести этот день, часть этого воскресенья, очень необычно. Да, друзья, любая большая цель, по моему мнению, начинается с маленького первого шага. Когда я начал сдерживать свои обещания перед собой, просыпаться с утра, как обещал, начал бегать, начало получаться большие цели.